Всем привет! Правительство Российской Федерации очень сильно нервничает по поводу всего происходящего. Явно видно, что что-то пошло не так. И вот уже сейчас появились первые заявления и условия для тех автомобильных марок, которые уже объявили об уходе с российского рынка. Но перед тем, как рассказать все подробности, прошу вас подписаться на канал и поставить лайк прямо сейчас. За это в конце с меня анекдот. Первый вице-премьер Российской Федерации Андрей Белоусов озвучил 3 варианта развития дальнейшей ситуации на автомобильном рынке для тех компаний, которые сейчас планируют уйти с рынка. Первым сценарием в этой связи вице-премьер назвал продолжение полноценной деятельности на территории России. Заводы продолжают работать, при этом обеспечивается в полном объеме поставка сырья, материалов, комплектующих, необходимых для производственного процесса, и самое главное, выполняются трудовые обязательства перед сотрудниками. Пока не очень понятно, как такой сценарий может быть реализован в условиях текущего формата санкций, при котором поставки ряда электронных компонентов из-за рубежа заблокированы. В теории их можно заменить на китайские аналоги, но вряд ли крупные западные автоконцерны будут этим заниматься, особенно с учетом того, что объем российского авторынка в ближайшее время может сильно сократиться. Второй вариант. Иностранные акционеры передают свою долю под управление российских партнеров и впоследствии смогут вернуться на наш рынок. По сути, это то же самое, что и первый вариант, только со сменой собственника и перераспределения долей в совместных предприятиях. Здесь огромное поле для фантазии. Например, можно предположить, что АвтоВАЗ и Лада вновь станут полностью российскими. Третий вариант самый жесткий. Компания окончательно прекращает работу в России, закрывает производство и увольняет сотрудников. Правительство будет классифицировать такие действия, как умышленное банкротство. В этом случае власти будут вмешиваться через процедуру ускоренного банкротства, так как абсолютным приоритетом является сохранение занятости и социальное благополучие наших граждан. По сути, речь идет о принудительной смене собственника. Такой вариант дает больше пространства для маневров по части импортозамещения комплектующих и поиска аналогов в Азии. В свою очередь, Минпромторг РФ объявил о намерении отсрочить уплату утилизационного сбора на продукцию автомобильной промышленности на декабрь этого года. Предполагается, что эта мера позволит предприятиям сохранить оборотные средства, в том числе для обеспечения своевременной выплаты заработной платы сотрудникам, выплат по иным обязательным платежам, а также осуществления опережающей закупки комплектующих. Обратите внимание, что в Минпромторге тоже понимают, что комплектующие стали главной проблемой российского автопрома, но и обещанная мною шутка юмора. Оказалось, что российский бизнес – самый устойчивый бизнес в мире. Он может, не работая, платить зарплату и налоги. Ну вот и все. Будем держать вас в курсе всех событий. Очень интересно узнать ваше мнение по этому поводу. Давайте пообщаемся и подискутируем. Не забудьте за мою работу поставить свой царский лайк, подписаться на канал и нажать на колокольчик. И самое главное, здоровья вам и вашим близким.